Это канал творчества для всей семьи. Объемная техника, которую вы можете применить в декоре различных предметов. На этих баночках из-под бальзама для волос покажу две идеи объемного декора. Баночки обезжириваю и слегка зашкуриваю. Оклеиваю салфеткой. Картинку предварительно обработала лаком из баллончика. Приклеиваю на акриловый лак. Картинку для декупажа распечатала на обычном принтере. Акриловую строительную шпаклевку наношу на заготовку не толстым слоем. Синтетической кисточкой быстрыми хаотичными движениями наношу некрупные вензеля. Кружок из пергаментной бумаги вырезала на полсантиметра больше картинки. Наношу шпаклевку по направлению к краям, так, чтобы она не попала под шаблон. Рисую очень мелкие вензеля. Мелкозернистой наждачкой немного сглаживаю поверхность. Окрашиваю акриловыми красками. Я выбрала темно-оливковый цвет, один из оттенков на распечатке. По краю крышки приклеиваю тесьму. Для рамочки мне нужна очень узкая полоска кружев. Окрашиваю очень мокрой кистью. Приклеиваю на клей ПВА. Пришлось еще обузить тесьму. В белила добавила каплю основного цвета. Окрашиваю сухой кистью, выделяю рельефы. Покрываю акриловым лаком. На тесьму добавила немного воска, цвет светлая бронза. Можно акриловый металлик. Получилась винтажная шкатулка для хранения разных мелочей.
Здесь понадобится любая самозатвердевайка. Покрываю баночку не толстым слоем 1,5–2 мм. Для отпечатка подойдет любая сеточка для упаковки. Можно также использовать ткань, имеющую фактурную поверхность, гипюр или тюль. На крышку наношу клей ПВА, так как здесь слой будет потолще. Для отпечатков подойдут только живые растения, имеющие хорошую текстуру. Вырезала кружок на полсантиметра меньше окружности крышки. Немного сглаживаю края среза. За неимением молда можно использовать веревку для макраме или жгутики из салфетки. По краю крышки приклеиваю тесьму. Немного шлифую боковые поверхности. Окрашиваю сильно разведенной водой акриловой краской. Здесь хорошо подойдет акварель. В нижней части цветка добавляю каплю зеленого и даю стечь по стеблю. Боковые поверхности можно окрасить сухой кистью или спонжем.
Покрываю акриловым матовым лаком. Спасибо за просмотр. Поддержите это видео лайком, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!